Приветствую, друзья! Кроме наушников Barcelona, у компании Fearless Audio ровно в те же деньги есть еще одна очень интересная модель Provence. Разница между ними буквально в несколько долларов. Количество драйверов возросло с одного динамика и одной арматуры до одного динамика и уже двух арматурных излучателей. Теперь Sony 23 серии отвечает за середину и верха, а вот для самых высоких частот выделили второй драйвер с условным наименованием Colorful World. Ну а поскольку Barcelona у меня все еще на руках, то мы подробненько их сравним, естественно, снимем графики и вообще поговорим о их звучании. Собственно, поехали! Пришли наушники ровно в такой же коробке, что и прошлая версия. Судя по всему, упаковку компания делает универсальную. Внутри нас тоже ничего не удивляет. Все тот же плотный белый кейс из кожзаменителя, щеточка для чистки и набор силиконовых амбушюр с разноцветными сердечниками. Кабель по качеству здесь весьма неплох, но мы действительно видим его уже несколько раз. JS Audio таким комплектует все свои наушники, а также модели, для кого работает в качестве OEM-производителя. По сопротивлению аппаратура показала просто фантастические 0,117 Ом. Штекер тут большой такой, прямой, металлический, на 3,5 мм. Делитель выполнен из аналогичного же материала. Заушины сделаны из плотной гибкой термоусадки, а соединение осуществляется на классической вилочке 0,78 мм. Чашечки, как и в прошлый раз, абсолютно прозрачные, где сквозь корпус нам отлично виден динамик, прикрытый веселенькой такой зеленой крышкой, внушительного размера среднечастотник от Sony и маленькая свистелка Colorful World. От каждого из них к звуководу ведут специальные звуковые канальцы, а сам пятачок прикрыт металлической сеточкой, что стильно и очень даже необычно. Хотя куда им было деваться, ведь сам звуковод здесь встраиваемый. Бортик для удержания амбушюр тоже на своем законном месте. Внешняя часть представляет из себя сине-черную такую абстрактную текстуру с блестками, поверх которой на одном из наушников изображена корона. Или это логотип компании. В уши модель мне села прекрасно, с отличным уровнем пассивной звукоизоляции. Амбушюры тоже подошли, тут, друзья, просто грех жаловаться. Вот так вот это все и выглядит. По измерениям у нас более продолжительный относительно нормы импульс, заметные расхождения между левым и правым каналом и искажения в пике, достигающие 1,5%, что в принципе терпимо и мало чем отличается от аналогичных параметров Barcelona. Фаза ведет себя вполне естественно, затухание на 30 и 60 дБ соответствует где-то 79 и 98 миллисекунд, как видите, без каких-либо возмущений. По АЧХ мы имеем подъем низких частот на 11 дБ с плавным заходом на середину, почти хармоновское выделение области разборчивости, соответствующий ему же плавный спад и усиление резкости за счет пика на 8 кГц. Далее вся картина резко уводится на второй план, но до 20 кГц, как и обещали, нам все довели. График от производителя я, друзья, так и не нашел, а вот с Crinacle мои измерения сходятся довольно-таки точно. Признаюсь, у меня прямо руки чесались сравнить две модели с практически одинаковой ценой и начинкой. Свистелка, на мой взгляд, не в счет, а все остальные излучатели прямо один в один. И каково же было мое изумление, когда с мягкого вальяжного звука Barcelona я перепрыгнул в не менее сочное, но куда более собранное в Provence. Общие черты, конечно же, у моделей ощущаются, как, например, схожая тембральная наполненность и легкое смягчение тембров. Но это, друзья, просто небо и земля. Даже бас, который в Barcelona был чисто номинально, теперь обрел вес и хорошо так сбалансировал верхние частоты. И если раньше все было в общем нормально, но как-то расслабленно и вяло, то теперь у звука появилась четкость, улучшилась динамика, а в тембрах стали проступать находящиеся там текстуры. Все еще, конечно, не особо чисто, резко и технично, но уже намного лучше. Это, по крайней мере, уже реально хочется слушать. Так что при выборе между Barcelona и Provence в первое надо еще умудриться вляпаться. Не то чтобы плохо, но при разнице в $3 до обидного. По крайней мере, именно такие эмоции посетили меня при сравнении этих двух наушников от одного производителя. Мои рекомендации исключительно в сторону Provence, хотя на графиках обе модели близки к целевой кривой от Harman и отличаются совсем незначительно.
Очень радует, что вместе с наведением общей резкости у наушников удалось сохранить все лучшее, что было в предыдущей версии. Прованс все так же превосходно отыгрывает сцену в глубину, где каждый инструмент имеет свое собственное место, структуру и воздух. То есть для какой-нибудь оркестровой музыки, ну или, скажем, сложного мультиинструментального джаза модель годится на 100%. Да и металл с приходом лучшей четкости обрел исключительно выигрышную позицию. Баса стало больше, ритм партии обрели текстуры, а вокал яркость и резкость. При этом самые верха все равно остались на втором плане со всей их грязью, песком и сибилянтами. То есть стало исключительно хорошо и задорно. Но прямо в скорость Прованс по-прежнему не умеют. С определенного момента звуки начинают сливаться. А вот какая-нибудь лирическая электроника или этнические этюды просто безумно радуют своей аналоговой теплотой и мелодичностью. Так что по стилям стало намного лучше, но в адски высокий темп наушники все равно, друзья, не способны. Имейте это в виду. Сидеть в них, естественно, можно сколь угодно долго. Правильный тюнинг к этому буквально располагает. Уши вообще не устают. По источникам рекомендую выбирать что-нибудь чистое и техничное, дабы сбалансировать возможности самих наушников. Музыкальности и тембрального объема у них и так в достатке, а вот драйва и резкости поддать было бы совсем неплохо. Ну и по мощности смотрите, чем она выше, тем для героев обзора будет лучше. Если же разбирать по частотам, то бас тут такой приятно массивный, бас-гитара звучит так, словно внутри наушников встроен небольшой моторчик, прямо вот до физических ощущений. Середина сочная, выразительная и очень эмоциональная, но и абсолютно не напрягающая верха. Теплая такая уютная атмосфера джазового клуба. Если с Барселона хотелось исключительно зависать под музыку, то с Прованс хочется двигаться и подпевать. Еще подметил, что вокал у Прованс чуть приближен к слушателю, тогда как в Барселона находится на стандартном среднем расстоянии. Мелочь, но голос в Прованс звучит интимнее, буквально трогает какие-то струнки внутри. В целом же модель жестко закреплена в своем ценовом сегменте, но теперь уже предлагает куда более универсальный звук. Из идеальных связок могу привести практически любой бюджетный плеер или ЦАП. С HiBear 2 и Shanlink UA1 Pro получилось просто огонь. Наушники буквально вытягивают источник на уровень вверх, а вот с чем-то реально серьезным, наоборот, чаще оказываются слабым звеном. Итогом гибридные внутриканальные наушники Fearless Audio Provans нам предлагают отличный внешний вид, очень удобную посадку, просто превосходный кабель и теплое, но значительно более собранное и текстурное звучание. С просто превосходной прорисовкой сцены в глубину, корректным тембральным балансом, непринужденными верхами и сочным эмоциональным вокалом. Мне лично Прованс понравились куда больше расслабленных Барселона. Если выбираете что-то из них, то герои нашего обзора будут куда предпочтительнее и, что еще важнее, стилистически они более универсальны. Из источников нужно что-то бюджетное или какое-нибудь максимально техничное. Вот тогда будет полная идиллия. Ну а на этом у меня все. Это были еще одни гибридные внутриканальные наушники от бренда Fearless Audio, модель под названием Provans. Всем добра, всем пока-пока. Подписывайтесь на канал и оставляйте свои комментарии под данным роликом.